Всем привет! В данном видео покажу и расскажу, как можно сделать очень легко и просто, но на 100% эффективно из металлических отходов вот таких кусочков, остатков металла. Очень полезное приспособление. Дальше берем кусок профильной трубы, делаем разметку от края 10 сантиметров и делаем углубление 0,5 миллиметра в профильной трубе при помощи болгарки. Вот таким принципом. Итак, сделали углубление в профильной трубе. Дальше берем ось и кронштейн и делаем в них отверстия. Теперь беру профильную трубу 30 на 40, делаю два отверстия для кронштейна, чтобы можно было бы трубу закрепить и регулировать ее. Данной трубы длина 1,20 м. Дальше беру вот такой кусочек трубы 20 на 20, длиною 28 сантиметров и привариваю на конец трубы. Итак, все детальки подготовил. Теперь свариваем все по своим местам. Дальше от края оси отступаем 4 сантиметра с двух сторон и привариваем шайбы. Итак, я заготовил уже детальки, осталось только их сварить друг с другом. Ну что, варим? Итак, каркас сам сварили. Дальше вставляем вот такие трубки, поперечки в наш каркас для усиления, так сказать, каркаса, конструкции. От края расстояние 24 сантиметра. И привариваем.
Итак, сварили, подготовили все детали, только осталось соединить некоторые детали в одну конструкцию. Ну что, соединяем и свариваем. Каркасик вот этот синего цвета с уклоном немножко вперед привариваем. Для усиления самого щита ставлю дополнительную трубку. Сейчас на данный каркас, вот на этот щит, так сказать, прикручиваем кусок жести. Так как я делаю, как я и говорил раньше, с отходов, так вот и кусочек жести нашел, просто ненужный. И вот так прикручиваем наверх. Жесть просто берем вот саморез и прикручиваем, без никаких проблем. Снизу надо прикрутить либо деревянную какую-то доску, или кусок резины. Я имею вот такой ремень, он наполовину резиновый. И я прикручу его на сам низ нашего щита. Вот и все. Вот такая получилась конструкция. Как говорится, с чего было, с того и получилось. Здесь большой красоты не нужно. Главное, что был бы эффект данного приспособления. Ну что, собираем все детали по своим местам и тестируем данное приспособление. Итак, устанавливаем колеса и ручку. Как видим, ручка регулируется на кронштейне под рост человека. Итак, все установили, отрегулировали, погнали тестировать. Итак, сразу протестируем данное приспособление на сухом снеге, в сухую погоду морозливую. Вот, как видите, снег сухой и рассыпается. Ну что, пробуем. Как видим, сухой снег рассыпной чистит без никаких проблем, очень быстро и эффективно, не требует большого усилия, очень легко и просто. А теперь я дождался плюсовой температуры. У нас теперь оттепель. И, как видите, вот мокрый снег. Сейчас попробуем протестировать еще на мокром снеге данное приспособление. Ну что, погнали. Снег, вот, как видите, очень мокрый, липкий и тяжелый. Как видим, мокрый снег чистить уже немного сложнее и тяжелее, чем сухой, так как мокрый снег липнет между собой и слипается в огромную кучу. И ее толкать уже тяжелее и требуется от нас больше усилия. Как видим, данным приспособлением чистить снег, неважно какой, сухой или мокрый, намного легче и намного быстрее, чем просто обыкновенным шуфлем или лопатой. А самое главное, что данное приспособление не требует от нас никаких дополнительных затрат, так как мы его изготовили с того, с чего имели, а оно выполняет свою функцию прекрасно. Вот как-то так. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.